Я хотел бы сказать, что мы все полностью поддерживаем действия нашей армии и все-таки хотим, чтобы цели и задачи, которые были поставлены при специальной военной операции, были выполнены. У меня все. Да, Спасибо. так и будет. Нет никаких сомнений. Цели абсолютно понятные, они благородные. Я с самого начала ведь сказал, обращаю ваше внимание, в первом моем, самом первом публичном заявлении, обращении к стране, вооруженным силам, я прямо назвал цели. Цель главная – помощь людям на Донбассе, в народных республиках Донбасса, которые мы признали. Вынуждены были это сделать просто потому, что, к сожалению, киевские власти, которые подталкивали с Запада, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблемы Донбасса и двух народных республик. Отказались, прямо публично же они заявили. Президент сказал, что ни один пункт этого соглашения не нравится. Другие официальные лица заявили, что имплементация этих договоренностей невозможна, это развалит страну. Они публично от этого отказались. Но продолжать дальше терпеть этот геноцид, продолжавшийся в течение 8 лет, просто невозможно. Это первое. А второе, Украину начали превращать в плацдарм, к сожалению для нас, в плацдарм антироссийский. Начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Ну, вы знаете, если вы обратили внимание, я сказал об этом в одном из своих публичных обращений. Специально выращивали вот так вот эту поросль неонацистскую. И столкновение с этими силами для России было неизбежно. Они только выбирали время для атаки. Ну, а последующие события показали, насколько глубоко это все там проросло. Это очевидный факт. Этот неонацизм, к сожалению, он стал фактом жизни, достаточно большой и близкой нам стороны. Вот это очевидная вещь. Это было неизбежно. Вопрос был только во времени. И то, что мы делаем, помогая людям, спасая их от нацида, с одной стороны, а с другой стороны, предпринимая меры обеспечения безопасности самой России, очевидно, что другого выбора у нас не было. Это правильный шаг.